Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, разумеется, вопреки всему, несмотря ни на что, обзор снимается на сам аппарат в 4К 30 FPS. И как вы поняли из обложки, это OnePlus Ace. Насколько он хорош? У меня был на обзор на OnePlus Racing Edition, тоже Ace. И они плюс-минус одинаковые, то есть, чтобы вы понимали, стоимость у них разница всего в $20. И в этом среднем ценовом сегменте не особо и космос это. Процессор один и тот же, мой нелюбимый Mediatek с одной стороны, с другой стороны вот этот 8100, в отличие от 9000, которые сюда запихали, это самый стабильный процесс, который я тестировал вообще за последние 3 месяца. Последний месяц просто-напросто я делаю интересную штуку, я стримлю на Твиче, после этого я выгружаю этот стрим на лайв-канал, и вы можете наблюдать, как часто смартфон, допустим, вылетал, перегревался. В играх, понятно, это доп. Нагрузка, то есть я играю, одновременно стримлю, отвечаю на какие-то вопросы, но не это важно. Важно то, что только этот смартфон и OnePlus Ace Race Edition смогли вывести 1,5 часа без каких-либо проблем. То есть реально смарт может совершенно свободно стримить, понятно, через Wi-Fi, но все равно, и вывозить тяжелую игрушку. В моем случае это было Diablo. По поводу съемки, здесь сенсор чуть-чуть моднее, интереснее и лучше, чем в Racing Edition, но со стабилизацией вы сами видите. То есть меня снимает Игорь, оператор профессиональный, все равно я не думаю, что будет сильный тремор, но это лирика, не лирика, то, что вы видите картинку, картинка ничего так. Плюс я на него еще снял обзор, именно используя этот смартфон как основной, на его микрофон, на его камеру, на OnePlus-овский кулер. Вот так я его как-то распиарил. Не супер космос, но альтернатив для игры в онлайне я не знаю. Смотрим. Почему у меня на лице такая радость? Потому что наконец-то я получил Ace. Купил. Притом я заказывал на Али его 3 раза, что было, знают мои подписчики. Ace Racing Edition меня безумно порадовал. Вот это дело в идеале должно порадовать еще больше. Здесь у нас, разумеется, есть скрепка, разумеется, нас там благодарят под этой бумажкой. Ничего мне не интересно из этого. Бумажечка и черный стандартный OnePlus. Как говорит Игорь, с которым мы работаем в паре, мы, к сожалению, в последнее время все время рассказываем вам о черных девайсах. Знаете почему? Правильно, потому что я это дело покупаю, и мне как-то надо его продать. Если я все время буду покупать синие, желтые, еще какие-то, приходится намного больше скидывать. И это не нытье, это факт. То есть, если вы собираетесь продавать устройство, лучше купить черное и купить под него цветной чехол, чем купить цветной девайс и потом очуметь от того, что не так относится у нас к голубому, розовому и остальным цветам радуги, которая вне закона. Так, вот эта штука отклеивается плохо. По корпусу глянцево, очень похоже на iPhone по граням. И все остальное я вам расскажу в ролике. Самое главное, что вы должны запомнить: Type-C-шник, и это очень хорошо, прямо по центру. Мини-джека нет, и ИК-порт мною не виден. Может быть, он утоплен как-то, но вряд ли. Не вижу направленного микрофона. Защитная пленка есть, фронталка по центру. Чехол очень качественный. OnePlus все время запихивают. Плюс им в карму. Вот такой вот он матовый, серенький, стильненький. Если честно, вот в жизни выглядит все дешево. Я не знаю почему. Такое ощущение у меня, как будто игрушка. Вполне возможно, я не прав, и у кого-то ощущения совсем другие. Я говорю про свои, правильно? 160 Вт зарядка максимум, и это прям сильно. Кабель для зарядки, разумеется, OnePlus-овский, 187 граммов, 163 мм высота, 75,5 ширина. Толщина с блоком камер 10,6 мм, без блока камер 8,4 мм. Смотрим, что у нас еще, кстати, можно запихать в него. Уверен, что никакую карту памяти сюда не запихать. Тут чисто по размеру. Все прорезинено, 2 физические симки. Каждый обзор буду напоминать теперь, что в Pixel 6a можно вообще только одну физическую симку запихать. И это прям вообще нехорошо. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий
комментарий к любому видео. Не забываем, что помимо этого у меня есть телеграм-канал скидок, взаимопомощи, телеграм-канал, в котором мы публикуем примеры, фото и видео, притом, разумеется, никакой пошлости, рекламы или хамства в нем нет. Подписываемся, в комментариях пишем, что еще купить на обзор, и любому, кто оставил коммент, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Не забываем, кстати, на Twitch еще приходить, я там каждый день стримлю, тестю девайсы онлайн, и этот тоже тестил. Полетели. Поставляется данный девайс в черной и зеленой расцветке, дизайн непривычный, смотрится он хорошо. Качество материалов соответствующее, как и сборка. В руке без чехла смартфон лежит слегка неудобно из-за его ширины и прямых граней, а с чехлом дела обстоят куда лучше. Рамка производитель заявляет, что выполнена из пластика, но, как по мне, она из алюминия, а тыльная часть ощущается как матовое стекло. Хотя мы все прекрасно понимаем, что если там нет пластиковых вставок, то 100% это пластиковая рамка. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, к нашему сожалению, не топовый. Два микрофона, динамики основной и один разговорный. Звучание приятное, с сертификацией Hi-Res Audio, разумеется, стерео. И Durac Audio Tuner с 4 пресетами. Но кастомного эквалайзера в стоке во всяком случае нет, как и мини-джека с ЭК-портом. Официально смартфон не имеет пыли и влагозащиту, но салазки прорезинены, и это хорошо. Летим дальше. Смартфон оснащен Fluid OLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей. Стандартный Full HD+, конечно же. Покрыт он Corning Gorilla Glass 5 версии, соотношение сторон 20 к 9, соотношение экрана к корпусу 93,4%. И это прям очень хорошо. Контрастность 1 миллион к 1, 10 бит на цвет, HDR10+, разумеется, на борту, матрица экрана плоская, и это хорошо, никаких вам водопадов. Плотность пикселей 394 ppi. Яркость 500 нит, при ярком освещении 800 нит и пиковой яркости 950 нит. Яркости при прямом попадании света на экран лишь слегка не хватает, а в солнечный день на улице пользоваться данным смартфоном можно. Хотя и не особо приятно после тех же топовых Самсунгов, как вы понимаете, когда там за 1500 нит яркость на максималках. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, а на выбор также есть еще 60 Гц. Также производитель упоминает об адаптивной частоте обновления экрана, и по всей видимости она работает при 120 Гц. Тач минимальный, тест на дискретизацию касаний вы можете наблюдать на экране. Я от результата не в восторге. DC-диминга не завезли, шим на 100% яркости 5,3%, на 50 84, на минимальной яркости 17, на нуле 10. Показатели шима прям не подарок. Мне, как пользователю, который не чувствительный к шиму, данный экран во время использования дискомфорта вообще никакого не доставлял. Но я не все. Я прекрасно понимаю, что у многих может быть с этим проблема. Автояркость работает отлично и быстро подстраивается под освещение. Под разными углами тон картинки слегка бросает в холодный оттенок. Полноценный Always On дисплей на борту. Далее, мультитач есть и хорошо откликается на 10 касаний одновременно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает стабильно хорошо и довольно быстро. Распознавание лица срабатывает шустро даже под углом. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя. Внести биометрические данные можно только одного лица, подбородок же у экрана есть, но минимальный, его практически незаметно. Цветопередача у экрана хорошая, также в настройках можно найти подобные настройки, как режим защиты глаз, цветовой режим экрана, яркий режим для HDR видео и так далее. Исходя из этого, персонализировать экран под свои предпочтения возможности есть. Летим дальше. Процессор MediaTek Dimensity 8120 Max с техпроцессом 5 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота которого 2,85 ГГц. И напоминаю, что это удачный процессор, во всяком случае, если вы планируете играть и стримить, это прям супер. 9000 был ужасен, все вылетает, все греется, все тормозит. Здесь это не так. Графический процессор Mali G610MC6, интерфейс Oxygen OS 12.1 на базе Android 12 версии. Интерфейс, разумеется, доступен на русском языке. Есть еще аппараты на ColorOS. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. В настройках также можно виртуально расширить до 5 гигабайт оперативки сверх уже имеющиеся. Но эта штука абсолютно бесполезна. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128 или 256 гигабайт. Быстрая, хорошая. К сожалению, расширить внутреннюю память, вставив microSD, возможности нет. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G, а для 4G есть бенд только 7, 20-го нет. Это тем, кто любит между городами кататься или живет в местности, где население небольшое. Тем не менее, связь смартфон в Ленобласти ловит прямо отлично. Звучание во время разговора хорошее, микрофоны отрабатывают хорошо, датчик приближения работает неплохо, но лично у меня он иногда подглючивал. Запись разговора в стоке есть, но с уведомлениями о начале записи. Вот вам, пожалуйста, и глобалочка. В китайской версии такого нет. Вибромоторчик неплохой, настроить силу вибрации можно, как и интенсивность сенсорного отклика, за что спасибо. Bluetooth версия
версии 5.2 смартфон также оснащен модулем NFC. Можно спокойно установить MirPay и расплачиваться, используя NFC. Из навигации на борту GLONASS, GPS, Galileo и Beidou. GPS-тест в городских условиях стандартно для МТК, показывает точность до 1 метра. Dimensity в этом смысле молодцы. И не пишите мне, что зачем тебе 1, а не 3. 1 лучше, чем 3. Емкость аккумулятора 4500 мАч. В PC-марке устройство выдало результат в 7 часов 28 минут и осталось еще 20%. Притом тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости и не со 100%, а с 94%. То есть прибавляйте еще минимум минут 20 до 100%, еще минут 80, то что 20% оставалось от заряда. Заряжается он с 0 до 50% от родного адаптера питания за 11 минут. От 0 до 80 за 17, с 0 до 100 за 22 минуты. 17 минут здесь, конечно, нет, но тоже неплохо. Беспроводной зарядки, разумеется, нет. За 1 час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi ушло 16%. За 1 час 30 минут игры в Diablo, Immortal и одновременном стриминге в Твиче улетает 32. Смартфон показал себя хорошо и стабильно. К слову, для игр есть стандартный режим Hyper Boost для оптимизации смартфона под игры. С Genshin Impact он справляется также отлично, играть на смартфоне удобно. В легких играх он, разумеется, себя не хуже показал, а только лучше. Напоминаю, что все подтверждения того, как это дело играет, есть на лайв-канале. Я делаю запись этого стрима с Твича и выгружаю туда. Можете посмотреть. И не забудьте подписаться на Twitch, там я эти девайсы гоняю отдельно. Плюс я на Ace еще снимал обзор на OnePlus-овский кулер, и он тоже на лайв-канале. Так что можете убить 2 зайцев. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит неплохо. 280 гипсов минимально, максимально 390 гипсов, в среднем 329 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench в сингл-коре 893, в мультикоре 3491. 3D Mark показал Slingshot 6547, Slingshot Extreme максимально, Wildlife Stress Test 5601, Wildlife 5344, Wildlife Extreme Stress Test 1309, Wildlife Extreme 1003, Vantutu выдал 684 тысячи попугаев, Storage Test показал 55 тысяч, 55-минутный стресс-тест прошел не лучшим образом, но и не худшим. Результаты вы можете наблюдать также на экране. По камерам. Далее. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED-вспышки. Основной сенсор — это IMX766, наш любимый, на 50 мегапикселей, с оптической стабилизацией в стоке в идеале и углом обзора 84,4 градуса, широкоугольный сенсор IMX355 на 8 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов и макросенсором GC02M1 на 2 мегапикселя с углом обзора в 88,8 градуса, но это, считайте, затычка. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 4К 30 FPS, 60 FPS залоченный и вполне возможно их может и разлочат, повезет нам если. Оптический зум отсутствует, но есть 20-кратный цифровой зум. Стабилизация работает только при 1080p 60 FPS и ниже. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей S5K3 P9 находится по центру в верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео стандартно для BBK 1080p 30 FPS. В стоке смартфон имеет небольшое количество полезных режимов, как для фото, так и для видеосъемки. К примеру, есть Pro режим, режим фильма, двухоконный режим, ночная съемка и так далее. Фотографии получаются довольно четкими, видеосъемка хорошая, не считая отсутствия стабилизации при 4К 30 FPS. Также отмечу не совсем корректную работу автофокуса, во всяком случае на данном этапе, когда я делаю обзор. Хотя девайсу уже даже не месяц, а месяца 3. Короткие примеры вы сейчас увидите. Фронтальная камера, максимум 1080p 30 FPS, BBK в своем любимом репертуаре. Что это значит? Я вижу здесь роллинг шаттер, я вижу, что часть моего лица вообще съедается. Я понимаю, что может быть неразумно я этот сложный сценарий под флагманы пытаюсь запихать под, в каком-то смысле, субфлагман, хотя это скорее снарядняк, но хочется мне думать, что данного типа смарт будет снимать волшебно. Но это не так. Фронталка ужасна, для ночи тем более. Вы видите, что позади меня, мучить вас и себя, мне кажется, не стоит. Хотя что-то я еще буду добавлять по ходу. Разумеется, можно ставить на паузу, разумеется, можно фотографировать параллельно. Не ждите ничего, это BBK. Хотя стабилизация, как вы видите, не самая худшая. Я снимаю сейчас с одной руки. Стаб молодцы. 1080p максимальное разрешение для ультраширика, ночь, и максимум можно снимать ночью стоя, стараясь не трястись. Ну а даже на экране смартфона, на котором, по идее, все должно быть суперски, вижу шумы. А это значит, что вы будете видеть их намного больше. Основная камера 4К 30 FPS, 60 FPS пока залочены. Несу в одной руке смартфон. Ночь Мурина, 3 часа, ну потом покажу часики, может быть даже без 10 пока.
допустим, X максимум 10. Посмотрели на пиксели и двинулись в попытке определить, насколько хорошо X1 будет снимать с двух рук смартфон. Как вы видите, плохо. X2. На X1 можно уходить. Ей. Никуда я не денусь от двухоконного режима. Нравится мне он и у BBK, и у Redmi, и у Realme, и у всего чего. Почему? Потому что вот как раз такие штуки, ну, они в каком-то смысле полезны. Из разряда того, что ты снял то, что видел, снял свои эмоции, и, может быть, эту штуку ты будешь каким-то образом где-то пересматривать. Почему? Потому что, ну, это интересно. Это интересно. Это два в одном. Разумеется, двигать ничего нельзя. Это вам не Xiaomi-шка. В Xiaomi-шке в основном в этих бюджетах, тот же K50, по-моему, плюс-минус, можно все это дело в режиме реального времени в окошечках двигать. Это не критично, главное, окошечки есть. Можно делать X2 на основную камеру. Кружочки, разумеется, тоже в наличии. Куда без них. И их уже можно двигать. Ей! Для ночного фото необходимо ждать около 4 секунд. Не критично, привычно, но знайте. Да, в принципе, кстати, быстро ничего и не происходит даже в ультре. Xiaomi 12s Ultra обзор был на канале. Хотя это супер-мега флагман. 4К 30 FPS, наш любимый донор. Ну, в принципе, диоды норм. Хотя, еще раз повторяюсь, что смартфон все-таки не про съемку. 4К 30 FPS, много огней, много темных участков. Циферблат, видите, даже еще 3 нет. А здесь бодряк. Почему? Потому что пятница. В будние дни, кстати, людей меньше намного. В 3 часа ночи уже почти никого нет. А сейчас вот так. Так, сейчас я посмотрю, какая стабилизация на суперстабе. Ну вот, у нас 4К я убрал. 1080p 30 FPS. И съемка, конечно же, плавненькая такая, приятная. Но с низким разрешением. К слову, если снимать фото на фронталку ночью в режиме портрет, активизируется экран, и я оказываюсь в маленьком круге, а вокруг все белым-белым. То есть экран сам подсвечивает. Все стандартно, хорошо, но бывает, что на свежих прошивках не получается все это дело у телефонов. Кто-то что-то забывает, здесь не забыли, это приятно. Ох, вы бы видели, как он поймал пересвет сразу. Ну вот сейчас в нашем любимом переходе он снимает максимально, да, честно, отвратно. У меня недавно был на обзоре Redmi 11E Pro, и вот это вот дело, он снимал лучше, поэтому намного. Вот сейчас все-таки что-то симпатичнее, пусть даже без стаба, если встать, что-то похожее на правду. Это переход. Я в плане света, ну, более-менее реально снимает. Вот такая вот съемка в лифте. Недолго просто, но вы уже поняли. Фронталка 1080p 30 FPS. Тест на Rolling Shutter. И пока я его не вижу, но картинку он пишет странно. Потом на компьютере будем смотреть, ну и вы увидите в ролике, есть ли Rolling Shutter или нет. Немного получается двойной камеры днем, можно делать X2, и в принципе все стандартно, но я говорю, меня такие штуки радуют. Думаю, вас тоже местами. 4К 30 FPS, давно я не гонял голубей смартфонами, и как-то они не гоняются, к слову, как вы видите. Я не знаю, адаптированы вообще к людям. По сути, их никто здесь не ест. Пока. Вот так. Если вы решите быть натуралистом, вы сможете снимать подобные объекты. С автофокуса. И раз. И два. И 3, но это сложный объект. А если вот так, допустим, раз, 2, 3, 4.
Здесь все проще и быстрее. Фото максимум X20, но оно прям очень мыльное. Я думаю, вы увидите примеры. Уточечки. X5. X10. Максимум. И это 4К 60 FPS. 3. И немного сверхширика, ультраширика. Ну что, сенсор фронталки очень похож по съемке на сенсор фронталки у Race Edition. А вот основная камера, она ощутимо лучше. Но про стабилизацию я не скажу. По ощущениям, по картинке. Как без любимой локации каменные джунгли. Как многие говорят, гетто, но не знаю. Я человек города, но не об этом рассказ. Рассказ про то, что сейчас, разумеется, ветер просто космос. Скорее всего, в смарт он задувает. 4К 30 FPS. И сейчас мы нашу гайку проверим на стрессоустойчивость очередную. Правда, против солнца. Раз. Автофокус. 2. Я ему чуть-чуть помог, получается. 3. Нет, неплохо. Прям вообще неплохо. Учитывая, что он против солнца мучается. А если, допустим, солнце позади. Раз. Понял уже, что от него нужно? Вроде да, 2. И да, намного проще. Фронталка, 3 часа ночи, 50 минут, считайте 4. И я пока не забыл, хочу сказать, что на OnePlus Ace я специально на сам смартфон, при помощи этого смартфона, снял обзор на, получается, кулер от OnePlus. Его я тестировал на Твиче. И пруфы, как он, получается, охлаждает, вы можете посмотреть на лайв-канале. А, собственно, обзор небольшой, чтобы понимать, что по большому счету сейчас на любой смартфон, даже среднебюджетный, можно снимать обзоры. Можете также посмотреть на лайве. И в целом, все по большому счету всегда решают прямые руки. Понятно, что вы ночью не будете, вот как я сейчас, ничего снимать. Вообще не важно, на что вы будете снимать, все равно все будет нехорошо. Вот. С разной степенью плохо. И второй момент. Всегда вывозит любая вещь. Понятно, что говорят, что здесь у основной камеры нет стабилизатора, хотя он есть у сенсора. Но вы же всегда можете купить стаб. То есть он не так дорого стоит. И при любом раскладе, если вы хотите хоть какую-то художественную картинку, какой бы ни был смартфон, даже под яблоко, надо брать стабилизатор. Опять же, это мое субъективное мнение. А так смотрим запись Твича, в котором я гонял этот смартфон на автономности. Он, кстати, великолепно себя показал. И на лайв-канале запись того, как можно на этот смарт сделать обзор на OnePlus кулер. Фронталка вот такая. Никакая. Минусы: неприятный шум у экрана, для многих это будет критично. Нет возможности расширить память, вставив microSD. Не совсем корректная работа датчика приближения, это прям удивительно для OnePlus, очень надеюсь, что они допилят. Хотелось бы полноценный слот, повторяюсь, и нет 20-го бенда. Нет 60 FPS для основной камеры, и стабилизация работает только при 1080p 60 FPS. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если какие-то промокоды либо вкусные предложения, смотрите в моем телеграм-канале. Плюс я там, разумеется, постю то, что я сам купил, либо девайса, на который еще нет обзора, но есть уже все спеки и есть выгодное предложение. Можете сразу посмотреть там, какие результаты он где выдает. И рано или поздно вы начнете гуглить, что такое стресс-тест, что такое PC-Mark, Antutu и все остальное. И поймете, что какие-нибудь там Wildlife это не просто циферки. Это реально качественные характеристики аппарата. И даже учитывая, что попугаев они добавляют в Antutu, добавляют-то все, поэтому как-то смартфоны можно через тесты сравнивать. Резюмирую. Понятно, что BBK копипастит друг друга. Считайте, что это тот же самый Neo 3, но на чуть-чуть другой прошивке. И никто, я не думаю, что будет спорить. Мне этот смарт нравится больше, чем Neo 3 по двум основным причинам. Первое. Цена. Он реально выгоден. Если вы приобретаете его на глобалке и смотрите, сколько глобалка у Neo 3 стоит, вам будет казаться, что где-то вы прогадали, покупая Neo 3 глобальную версию. И второе, это на данный момент внешне он выглядит дорого-богато. Да, он мне как-то и не заходит с одной стороны.
С другой стороны, мне он не заходит вблизи. Если на него я натягиваю чехол и ношу его в руке, у меня ощущение премиального OnePlus. Да, здесь нет переключателя для режимов звука. Да, к сожалению, еще раз повторяюсь, здесь стабилизация желает лучшего. К несчастью, нет направленного микрофона, нет мини-джека и многих плюшек, которые бы могли бы быть с одной стороны. С другой стороны, всегда, смотря на прайс, мы понимаем, что этот телефон однозначно своих денег стоит, и в моем мире, в моем понимании, это самое главное. Если ты приобретаешь какую-то вещь, и эта вещь своих денег стоит. Плюс вот эта штука по какой-то неясной мне причине в Российской Федерации стоит дешевле, чем на Али. Я оставлю и тот, и другой вариант для покупки в описании. Всем, кто хочет узнать, насколько он хорош в играх, идите на лайв-канал, смотрите, как он выводил стрим нелегкого такого Диабло Immortal. И, в принципе, все, что вам хотелось узнать, я думаю, вы узнали. Если есть какие-то вопросы, напоминаю, есть телеграм-канал взаимопомощи, пишите туда. Хотите примеры фото и видео посмотреть у этого аппарата или от другого, есть пользограмм, назовем это так. Нас там немного, но фотографий, всего остального много. Вбивайте хэштег, название смартфона, и вам выдает просто бешеное количество сжатых, не сжатых фотографий и видео. А сообщество растет, всем будем рады. Девайс сюда, добра и удачи вам, дорогие друзья!